Акварель и азиатская живопись. Смешанные техники. Рисуем тигровые лилии и ирисы. Лилия символизирует цветок, который помогает забыть все проблемы, а ирисы символизируют лето. Итак, приступаем к написанию композиции. Начинаем с цветов лилии. Набираем на кисточку ярко-оранжевый и на кончик красный. Делаем такой мазок. Ставим кисть к бумаге от кончика до пяточки и ведем ее, описывая дугу. И к концу нашего мазка, по движению нашего мазка, постепенно поднимаем кисть или разворачиваем ее от кончика в сторону пяточки, в зависимости от того, в каком ракурсе нам нужно изобразить лист. Листья, которые нам видны на заднем плане, мы изображаем наполовину. Главное, чтобы, когда мы выполняем этот двойной мазок, у нас всегда, после того, как мы выполнили первую часть мазка, второй мазок мы выполняли кончиком кисти к тому самому месту примыкал, чтобы он, где у нас до этого в первой части мазка проходил кончик кисти. Каждый раз перед тем, как сделать новый лист, я заново набираю краску, чтобы краски были яркими. У цветка лилии 6 лепестков. По такому принципу выполняем и все остальные цветы. Сегодня на нашей композиции я хочу изобразить много цветов, поэтому нарисуем много лилий. И самую последнюю нарисую в ракурсе в таком, как будто она развернута. Тогда некоторые из лепестков можно выполнить и в один мазок, но по тому же самому принципу. Ставим кисть кончика от кончика до пяточки, прижимая к бумаге и ведем, описывая дугу, постепенно поднимая или разворачивая к концу нашего мазка кисточку пяточкой. Наши лилии закончены, и мы приступаем к тому, чтобы нарисовать бутоны лилии. Каким мазком? Ставим кисточку от кончика до пяточки и тащим эту точку до нужного нам места и в нужном нам направлении. И затем можно провести еще 2 тонкие линии, чтобы больше подчеркнуть структуру бутона. Еще несколько бутонов. И переходим к написанию ирисов. Ирисы мы будем писать таким мазком. Ставим кисточку от кончика до пяточки, прижимая бумаги. И, ведя кисточку в нужном нам направлении, постепенно приподнимая ее к окончанию нашего мазка и, конечно же, лепестка, все время прокручиваем кисть между пальцами. Какой цвет набирать на кисть? Ярко-синий. И на кончик сиреневый или фиолетовый. Так у нас будет градация цвета. Не забывайте, все время прокручиваем кисть между пальцами. Верхние 2 лепестка, наоборот, от тонкого к толстому. Значит, мы сначала ставим кисть кончиком, а потом постепенно начинаем все более и более прижимать кисть к бумаге, все время ее прокручивая. Посмотрите, как это должно быть. 2 пальца под низ, 2 пальцами поддерживаем, а 3 пальцами прокручиваем. Вот так выполняется этот мазок. Все время крутим, прокручиваем. Давайте посмотрим еще раз. Сначала выполняем нижний, средний лепесток нашего ириса. Он достаточно крупный, поэтому хорошенько прижимаем кисть. И 2 боковых лепестка. Как вы видели, средний лепесток, он был выполнен двойным мазком, как мы прежде делали у лилии. То есть, когда мы выполнили одну часть мазка, то другая часть этого двойного мазка должна соприкасаться кончиком
кисть должна соприкасаться кончиком с тем местом, где прежде проходил кончик. И верхние 2 лепестка от тонкого к толстому. Сначала ставим кончик, потом прижимаем и потом опять утоньшаем, поднимаем. Очень хорошо разрабатывает руку. И бутоны. Просто ставим кисть от кончика до пяточки и покручивая тащим вверх. Или же можно то же самое сделать сверху вниз. Так мы нарисуем полураспустившиеся бутоны. Также мы выполняем и все остальные цветы ирис. Их я тоже сделаю много. И не распустившиеся бутоны. Тогда просто сбоку не надо подрисовывать лепестки. И еще несколько цветов. Можно поменять оттенки, взять фиолетовый, посадить сиреневый и сделать одно совсем темное пятно. Вот так. Теперь посадим наши бутоны в цветоложе. Светло-бордовым, просто отпечатками кисти от кончика до пяточки с 2 сторон. Теперь мы сделаем серединку у нашей лилии. Ну как, набрав такой зеленый оттенок, я прижимаю кисточку к бумаге, но с обратной стороны, в том месте, где я хочу получить этот цвет. Просто прижимаю кисть к бумаге, оставляю отпечаток в нужном мне месте. На рисовой бумаге можно рисовать с обеих сторон. Так я проделаю на всех цветах лилии. Наши серединки заполнены, и мы должны посадить все остальные бутоны лилии в цветоложе. Но перед этим немного обрамим их кончиком кисти зеленоватым оттенком, таким салатовым, в некоторых местах. Просто проведем кончиком кисти несколько линий. Дадим показать, что это все-таки бутоны, и они еще созревают. Кое-где можно видеть зеленые прожилки. Так сделаем на всех бутонах или на всех, по желанию. Теперь сажаем наши бутоны в цветоложе. Точно так же, как мы поступали с ирисами, но теперь уже зеленым цветом. Просто прижимаем кисточку от кончика до пяточки, оставляя отпечатки. Так мы поступаем со всеми бутонами, у которых видно то место, где у них цветоложе. Теперь переходим к написанию стебля. Проведем стебельки от бутонов и сделаем основной стебель, а затем оставшиеся бутоны насадим на него. Лилия имеет прямой, крепкий, негнущийся ствол. Это нам нужно учитывать. Лилия у нас также олицетворяет и стойкость. Так что делаем прямой, не гибкий, не сгибающийся стебель, и к нему подводим все остальные стебельки от цветов. Теперь перейдем к листьям. Листья делаем тоже уверенными мазками. Набираем зеленый и двойным мазком ставим кисть от кончика до пяточки и под углом проводим такой мазок. И к нему и еще один с другой стороны по тому же принципу, как мы делали все предыдущие двойные мазки, чтобы кончик соприкасался с кончиком предыдущего мазка. И где-то в один мазок, где листья более малые. Так мы делаем листья, распределяя их по всему стволу. Если листья будут между друг другом пересекаться, это придаст объема, не забывайте об этом. И некоторые листья мы делаем более светлее, а некоторые более темнее, чтобы показать динамику цвета. Далее мы переходим на тычинки и пестик. Соответственно, тычинок у нас будет 6, а пестик у нас будет 1. Итого в итоге 7. Набрав оттенок зеленовато-коричневатого и немного желтоватого, кончиком кисти я просто провожу сгибающиеся, но упругие линии. В некоторых местах они могут и даже должны пересекаться. Это придаст объема и особую красоту и грацию. Так мы проделаем на всех цветах и затем насаживаем на наши тычинки там, где у них пыльца. Набрав оттенок коричневого, я просто прижимаю кисть где-то от кончика до середины и оставляю такие точки, дугообразные точки, насаживая их на тычинки. Так проделаем на всех цветах. Старайтесь не делать их одинаковыми, разворачивайте их в разные стороны, покрутите руку. Далее пестик. Просто кончиком кисти я рисую маленький треугольничек оттенком желтовато-зеленоватого.
Тоже повторяем это на всех цветах. И затем просто подчеркиваю и пестик, и тычинки, смешав белый с желтым, и получив такой оттенок, просто подчеркиваю пестики и тычинки, чтобы больше их выделить на общем фоне. Так тоже поступаю на всех цветах. Но опять же, как все элементы и детализация, это уже дело вашего вкуса. На ирисе что мы делаем? Набрав тоже желтовато-беловатый, больше в беловатую сторону, больше в оттенок белого, самым кончиком кисти я провожу дугообразные линии по форме лепестка, чтобы подчеркнуть и выделить его. Но опять же, как я только что сказала, делать детализацию, вводить ее или нет, это уже дело ваше. Если вы хотите оставить цветы более абстрактными, чтобы они просто напоминали пятна, то тогда не делайте этого. Я же хочу подчеркнуть сегодня все цветы. Такое у меня сегодня настроение, поэтому я проделаю это на всех цветах ириса, за исключением одного темного пятна внизу. И теперь, поскольку мои лилии, тигровые лилии, я должна нанести на них тот самый тигровый узор, благодаря которому они получили свое название. Набрав черный цвет на кисть или смешав его с темно-коричневым, я кончиком кисти ставлю отпечатки. Но эти отпечатки должны быть не совсем круглые. В некоторых местах они могут напоминать кругляши, точки, но все-таки я стараюсь развернуть кисть таким образом и оставлять отпечаток больше похожий на овал, чем на точку. Можно заполнить точками весь лепесток, а можно только посередине и где-то там в некоторых местах. Потому в природе лилия выглядит тигровой и так, потому ошибки не будет. Если вам очень нравится оставлять точки, то тогда можно заняться этим по полной и разрисовать ими все цветы. Я же решила только немного подчеркнуть лепестки этими точками. Посередине, в основном, где проходит та красная линия, которая у нас осталась за счет того, что мы сажали на кончик красный цвет и проводили двойной мазок, где кончик каждый раз соприкасался с кончиком. По такому принципу я поступаю со всеми цветами лилии. И теперь перехожу на ирис. Здесь, опять смешав желтый с белым, но уже более в желтый цвет, в оттенок желтого цвета, я кончиком кисти здесь уже ставлю точки. Соответственно, я держу кисть вертикально. По какому принципу ставлю точки? Более сосредотачивая их в середине и немного уходя вниз, вверх и в бока. То есть рисую своеобразную такую бородку у ириса. Так я тоже поступлю со всеми цветами. И в этот раз я даже затрону то самое темное фиолетовое пятно, которое посередине. И я беру под конец большую кисть и заполняю нижнее пространство листвой. У ириса листья прямые, уверенные, жесткие. И у ириса очень много листвы, и они похожи на меч. Писать их нужно точно так же. И я чуть не забыла про стебли ириса. Тоже прямые, уверенные, темно-зеленым. Прижав кончик и затем кисть наполовину, я провожу уверенную линию сверху вниз или снизу вверх. Можно и так, и так. И затем снова возвращаюсь к листьям и провожу как можно больше листвы. Затем я решила даже листву подчеркнуть прожилками. Набрав более темный оттенок зеленого самым кончиком кисти, я просто очерчиваю лист и провожу в нем самом несколько уверенных линий. Наша композиция уже почти закончена. Последние мазки мы с вами проводим, и напоминаю, что можно поставить печать, а также нанести каллиграфию, и благодарю вас за просмотр.